Все, Макс, начинаем, малыш. Друзья, всем привет, добро пожаловать к нам на канал. Мне кажется, что Макс сейчас от нас убежит, поэтому, Макс, поздоровайся. Все, будем считать, что поздоровался. Пока. Друзья, сегодня у нас про ароматы, которые сделают вас еще круче на все 100%. И я это называю аромат силы. У меня такие есть, я с вами сегодня с радостью поделюсь, но опять же, я понимаю, что они, скорее всего, у каждого должны быть свои. Это такие ароматы, которые, скажу сейчас таким даже где-то инфо-цыганским языком, простите меня, просто это слово реально опошлили, но оно есть в психологии, называется ресурсное состояние, оно правда есть, это когда вы хорошо себя чувствуете, у вас есть желание делать что-то, у вас часто есть цель, вы чего-то хотите, вы полны энергии, преодолевать трудности. Прям, вы знаете, такое внутреннее пламя у вас есть. Вот это и есть то самое ресурсное состояние. Но бывают моменты, да, когда мы по каким-то причинам, психологическим, например, мы можем... Господи, ну вы понимаете, да? Росенька, ну посиди с нами, да, малыш? Хочет что-нибудь уронить наш Росик. По каким-то, в общем, причинам можем из этого ресурсного состояния выпасть. По каким-то обстоятельствам внешним, внутренним, неважно. Но у меня есть ароматы, которые могут мне поднять настроение, улучшить и иногда буквально вытащить меня, заставить меня что-то пойти, не заставить, плохое слово, вдохновить меня, вдохнуть в меня жизнь, пойти что-то делать. Конечно, они могут послужить только таким маленьким толчком. Естественно, я не говорю о каких-то глобальных проблемах. Ну, само собой, мы, думаю, все понимаем. Но не будем в связи с этим обесценивать их воздействие. Плохо вести. Тот сейчас сядет и будет вместо меня записывать это видео. Да, коты? Да? Рос, вот мне кажется, ты хочешь. Так, друзья, ну познакомьтесь, это наш новый ведущий. Вот сейчас он вам все и расскажет про ароматы. Да, Росик? Да? Да, малыш? Вот, друзья, в общем, приступим. Первый аромат, я пойду с козырей. Все, иди, все, поняли. Я пойду с козырей. Это ароматы, которые просто вот мне в момент, когда у меня уже нет сил, когда я устала или я не хочу что-то очень сильно делать, я этому сопротивляюсь, этот аромат просто меня вытаскивает. И такое уже было не раз. Поэтому я им не очень часто, кстати, пользуюсь. Именно по этой причине. Да, я не хочу, чтобы к нему я привыкла, и он стал для меня таким чуть ли не повседневным. Я к нему периодами возвращаюсь. Речь об Идиль от Guerlain. У меня 3 вида Идиль в стареньких еще флакончиках. Это парфюмерная, туалетная и дуэт. Дуэт — это была лимитка. Я записала видео и вспомнила, что я не сказала важную вещь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там как раз рассказывала недавно историю о том, как мой Идиль меня просто вытащил с энергетического дна, вдохновил победить свои страхи. В общем, переходите, читайте. Не хочу целую длинную историю рассказывать. Мы все-таки больше про ароматы. А кому интересны такие истории, то добро пожаловать в мой телеграм. Там много котов, кстати, еще. Часто про парфюмерные новинки там рассказываю, что потестила вот прям только что. И что-то про жизнь тут в Испании. Не знаю, что именно в этом аромате так на меня воздействует, но он меня одновременно успокаивает. О, Господи, я не знаю, правда. Меня отпускает любая тревога. Меня отпускает тревога. Он такой вот, да, он, знаете, наверное, в нем есть что-то такое вот очень-очень женственное и даже, я бы сказала, материнское. Вот такое вот, как объятие любящей мамы. Вот такой этот аромат. Он вот с такой гранью. И одновременно с этим этот аромат, он меня вдохновляет. Он дает мне силы, да,
немножко психологии, когда у вас очень много тревоги, да, вот тот случай, который я описываю, вдохновение прийти не может, и силы могут вас покидать, потому что на тревогу, на тревожность вообще уходит очень много энергии. Поэтому, знаете, если вы нашли аромат, который будет вам помогать, да, вас как-то успокаивать, то считайте, что он уже вам параллельно с этим дал сил. И вот этот вот так на меня воздействует. Здесь много цветов. Здесь, по-моему, есть и розы, и белые цветы, и желтые цветы. Я не помню весь букет. Для меня это просто букет весенних цветов. И я чувствую воду. Я не знаю, слышите ли вы этот стук. Я чувствую тут воду, но при этом здесь не какая-то вода из вазы, да, или родниковая чистая. У меня представление, что это пруд. Потому что в аромате еще есть зелень, и этот пруд находится где-то на каком-то, да, рядом луг, такой зеленый, может, какие-то полевые цветы еще там есть. У меня прям целая картина, и вот этот вот воздух, и от земли, кстати, земля тоже влажная, от нее идет аромат, но здесь пачули, но это не какие-то подвальные пачули, нет, ну вот именно аромат, как вот после дождя земля. Это больше образ, который рождается в моей голове. И здесь вот в туалетной воде особенно громко звучит такая нота, на фрагрантике называют нота утюга. Кому-то что-то вообще тут слышится, типа, не знаю, резины или чего-то такого. Мне нет. Я сначала слышала вот ноту утюга, да, она меня немножечко даже раздражала при первом знакомстве, но когда я этот аромат стала носить на себе и почувствовала его магический эффект лично на меня, то, конечно, все, я ему отдала полностью свое сердце, душу и поняла, что он обязательно должен быть со мной. Я не знаю, как вот насчет новой версии, да, у меня вот целых 3 старых, они похожи по звучанию, но не знаю, как они, похожи ли по эффекту. Надеюсь, что да, потому что рано или поздно у меня эти ароматы закончатся. Видите, там какие баталии происходят. Такая ты злюка. Ну, это игры. Это игры, если что. Смешные. Друзья, кстати, забыла. Я вам оставлю ссылки на этот аромат, если он есть на рандеву. Мне кажется, он есть. И не забывайте мой промокод, если будете что-то покупать. Но, конечно, лучше берите пробники сначала от Леванты. Вот особенно, чтобы понять именно, как влияет на вас аромат. Да, ну не просто приятно, неприятно пахнет, а вот именно как влияет на вас, на вашу психику. Ну его 100% надо какое-то время поносить и попасть в какие-то ситуации. Про идиллию я поняла, именно оказавшись вот в очень такой изматывающей ситуации, когда он просто как будто вдохнул в меня жизнь. Это был первый аромат, который вот так на меня подействовал, именно таким образом. Так, давайте дальше. Мой новый аромат – это моя первая La Vie est Belle. Я его носила несколько раз на себе, прежде чем его купить. Ну, я ждала на самом деле еще и погоды, чтобы она была уже более прохладная, потому что это не аромат для теплой погоды, ни в коем случае, он больше для прохлады. И я его носила на себе. Да, прям заходила в магазин, брызгалась, уходила, жила с ним и поняла, что вот он тоже на меня так воздействует. Он просто меня как-то вдохновляет, он дает мне сил. В нем есть сладость, но не та, что в La Vie est Belle, в флагмане. Флагман для меня очень сладкий, и вот он имеет то самое люксовое звучание, то есть аромат, который, ну, ты сразу понимаешь, ну, это что-то люксовое. Даже если ты не знаешь его, ты понимаешь, что это люксовое. Этот совсем другой. Он абсолютно не похож на La Vie est Belle, классику. И вы знаете, они только что уронили, представляете, все. Я вообще думала, все, конец моим съемкам и моему телефону. Просто. Но
Советую, iPhone не разбился, у меня тут каменный пол. Ладно, продолжим, о чем я говорила. Он малыш, они просто когда вместе, они начинают беситься и все вокруг валить, сваливать, ронять. Господи, я забыла, о чем я говорю. Это аромат, который совсем не похож на классическую La Vie est Belle. И это надо понимать, да, те, кто любят именно ее, вам может не понравиться, потому что он намного свежее, в нем хоть и есть сладость, но намного меньше. Здесь чувствуется малина, причем рос мы здесь, причем здесь малина, она росик, кс-кс-кс. Причем малина здесь, она такая свежая, да, ну на мой вкус. Малина здесь свежая, перетертая с сахаром, потому что тут вроде и сладость, но есть ее кислинка. И в аромате чувствуется кожа. Я ее чувствую прям со старта. Но самое главное, от чего вообще просто я получаю колоссальное удовольствие, тут есть фиалковая пудра. Фиалковая пудра такая же, как в Миссия от бутиковой Шанельки. Очень-очень похожи. И вот прям с нее все на самом деле начинается. Когда я первый раз на себя брызнула этот аромат, я просто хотела его уже хватать и бежать на кассу. Но я себя остановила, потому что спонтанные покупки не мое. Потестила его много раз и поняла, что мне нравится все. Старт — это просто что-то божественное. Потом малина, которую я не люблю, в принципе, в парфюмерии. Но здесь она мне нравится. Малина с сахаром. Я не буду судить о том, синтетическая она или нет, даже думать в эту сторону не хочу. Мне она нравится. Она хороша. Классный аромат, просто его не снимаю с себя. И он, конечно же, понравится окружающим. Он точно не будет раздражать. Да? Опять же, да. Мы не знаем вкусы всех окружающих, но этот аромат точно не будет никого раздражать. Он, с одной стороны, шлейфовый, стойкий, но он вот не будет заполнять всю комнату, он даст дышать людям спокойно себе. Ну, сегодня все у нас снимутся, да, потому что я говорю, когда я их вдвоем отпускаю, они начинают бегать и все вокруг ронять. Чуть-чуть осталось, малышек. Еще один аромат. Кстати, вот эти ароматы, про которые я говорю, да, которые вдохновляют, дают силы, они не раздражают окружающих. То есть это не громкие, не какие-то там зубодробительные с невероятным шлейфом. Нет. Это ароматы, у которых есть шлейф, но он довольно легкий, он позволяет дышать окружающим, он сидит либо близко к коже, либо у него средний шлейф. То есть, надев на себя этот аромат, вы можете быть уверенным, что когда вы придете куда-то, да, вы не будете никого раздражать, люди не начнут открывать окна, двери, отсаживаться от вас. Такого не случится, потому что, согласитесь, такие ситуации не добавляют уверенности в себе, а мы говорим именно об ароматах, которые прибавляют уверенности в себе. И когда вы сам собой, и когда вы уже куда-то выходите к людям. Еще один аромат, он у меня вот в таком вот отливанте, мне моя Уляшка его презентовала, это Chanel Jersey. Тут опять же есть пудра, и я почему-то слышу эту пудру фиалковой, хотя здесь заявлена лаванда. Для меня вот здесь нет такой явной лаванды, потому что обычно я привыкла, что лаванда это что-то вот типа Yves Saint Laurent Libre или Fucking Fabulous от Tom Ford, или от него же лаванда Extreme. Вот какие-то такие лаванды я всегда себе представляю. Здесь она абсолютно другая. Она сильно-сильно запудренная. Немножечко здесь есть такой даже косметической сладости. И вот лаванда дает больше просто этому всему свежести. Но она в этом во всем, конечно, утопает просто. И тут чувствуется сразу же, что это Шанель. Есть какая-то в нем легкая такая альдегидность фирменная Шанель, но она, опять же, да, только в начале. Потом аромат теплеет, он очень красиво пудрово шлейфит. И правда,
название Джерси ему подходит. У него такое настроение очень элегантное, больше в сторону классики, но очень-очень при этом женственное. Да, то есть прям видишь такую ухоженную, красивую женщину в элегантном костюме, том самом, да, фирменном костюме Шанель твидовом. Вот такой аромат. И в нем есть вот одновременно и сладость, и свежесть. И он дает силы, дает энергии и вдохновение. Лично мне. Опять же, я говорю, что это каждому свое. Еще один аромат, он появился у меня недавно. Вы видите этот смешной хвост? Вот этот вот. Ладно, покажу вам. Вон лежит наш смешной хвост. Ну, успокоились, хорошо. Аромат, который появился у меня не так давно, этим летом, я очень ждала погоды, чтобы его носить, получать удовольствие. Это Atelier Moderne от Синонимов. Аромат, который невероятно сложно описать, невероятно. Он и пряный, и в нем есть какая-то небольшая доля свежести, да, но я это не чувствую, как, например, такая цитрусовая яркая свежесть. Нет. И в нем есть сладость, как заявлено, сахарная вата здесь, но сахарная вата мне немножечко, я ее представляю таким оттенком жженого сахара, здесь я такое опять же не чувствую. И есть какая-то в аромате как будто травность. Я не помню пирамиду, сколько раз ее читала, я ее не запоминаю. И в аромате еще есть замша мягкая, замша, сандал там есть еще в базе, я помню. Но я чувствую вот эту базу вообще просто как мягкую, пряную замшу. Тонкую, невесомую, очень-очень уютный аромат. Но в то же время он элегантный, он наверное, стопроцентный унисекс. И вот он опять же лично, да, на меня он действует с одной стороны так умиротворяюще, а с другой стороны он дает силы. Вот так, знаете, спокойно пойти и шаг за шагом сделать то, что ты хочешь, но, например, боишься. Он прям дает возможность вот этим наполниться и преодолевать. Ну, эти все ароматы дают вот эту возможность. Они, да, понятно, аромат не решит всю проблему, да, если какая-то она есть, но он вот воздействует на настроение. Когда аромат — это то, что мы чувствуем все время, да, вот он раз так шлейфанул, и опять это мне как будто напоминает, как будто бы вот у меня в этот момент звучит голос, что все будет хорошо, ты все сможешь, все получится, ты молодец, давай, ты все преодолеешь. Вот как будто это мой личный, не люблю коуча, я вообще коуча не люблю. Как будто это вот человек мне близкий очень, который обо мне заботится и вот все время меня подбадривает. Но скорее это человек я, да, скорее это человек с моим голосом, и он меня подбадривает, и какая-то часть меня и говорит: все хорошо, все будет хорошо, ты молодец. Конечно, да, бывают ситуации, когда ты можешь этот голос даже не услышать или проигнорировать, да, но он звучит с этими ароматами лично для меня. И мне кажется, у всех людей должен быть такой аромат. Если вы не нашли его, ищите. Но тут, я говорю, надо какое-то время с этим ароматом пожить. Так его никогда не поймешь, что он так на тебя действует, если ты не окажешься с ним в этой вот ситуации, когда он нужен. Мне микрофон, друзья, сегодня так некрасиво сидит. Мне вообще нравится вот это мое украшение. Я уже говорила вам, это Ульяшка моя вяжет. Подписывайтесь, кстати, оставлю ее Инстаграм, Телеграм. Она и про вязание там рассказывает. И если хотите, можете у нее что-то заказать. Но она живет в Португалии, да, имейте в виду. Некрасиво этот микрофон сюда. Еще один аромат. Аромат, опять же, с лавандой, да, тут тоже есть лаванда, но вот здесь она ощутимая. Здесь лаванда, ваниль, очень много ванили. Я бы даже, знаете, сказала, что тут 70% ванили и 30% лаванды.
Причем стартует все, она лаванда громче, а потом, когда аромат немножечко с вами поживет, уже громче слышится ваниль. Ваниль тут бурбонская, и есть какой-то такой аспект сливочный. Вот тут ничего такого не заявлено, но есть какая-то в аромате сливочность, такая чуть ли не кондитерская. Есть в нем что-то такое. Он мягкий, он обволакивающий, он очень нежный, но в то же время за счет, наверное, лаванды, ну это ее свойства, все об этом знают, он успокаивающий. Ну и, конечно, и что-то сладкое, гурманское, оно часто воздействует на нас успокаивающе. Вот. Ваниль, кстати, тоже расслабляющая. Вот это моя любимая все-таки версия. У меня еще есть туалетная вода, но это моя любимая версия. Я когда этот аромат не купила, я его потестила, и мне одна женщина сказала, да, когда я нанесла, зашла в аптеку у фармацевта, она сказала: боже мой, как вам идет этот аромат, это вот просто вы. Я не знаю, друзья, я никогда не думала, что это прям, воплощение меня, но может быть на кого-то так воздействует, да, моя внешность, и кажется, что она вот как этот аромат, успокаивающая, возможно. Так, осталось всего 2 аромата. Аромат, который тоже у меня появился недавно, это The Beach от Zarka Parfum. Кстати, я сейчас понимаю, что у всех этих ароматов есть некая схожесть. Они свежие, но в то же время с каким-то сладким аспектом. У всех ароматов он разный. Здесь свежесть есть, скорее всего, это молекулярная свежесть. Такая, я это чувствую вообще как чистая вода, эту свежесть. И тут есть кокос. Я это слышу как кокосовое масло с древесным аспектом, теплым, немножечко со сладким кокосовым аспектом. Это самый шикарный, самый дорого звучащий кокос, который я слышала в парфюмерии. Он совсем не кондитерский, он скорее косметический, но не как вот эти бывают отдушки, знаете, прям дешевые отдушки, косметические, кокосовые. Нет, вообще не так. Это вот самое дорогое кокосовое масло себе представьте. У Сан-Барт вот дорогое кокосовое масло. Вот так звучит кокос в этом аромате. И у него средний шлейф, но он держится целый день. Даже вам может показаться, что его уже нет, но он точно от вас еще шлейфит. Да? Это не баккара руж, который заполнит всю комнату собой. Нет. Тонкий такой легкий, элегантный шлейф. Это почему я об этом говорю, подчеркиваю. Ульяшка моя любит этот аромат. Ульяшка — это моя невестка, если что, жена брата, если вы только присоединились. Она у меня просто бывает на канале, многие ее знают. Но поясню, да, на всякий случай. Так вот, у нее есть этот аромат, и она все время говорит: все, он с меня слетел, я его не слышу. А я рядом иду, и я чувствую периодически от нее шлейф этого аромата, практически вот часов 6 я точно его где-то от нее ловлю. Да, не постоянно, как вот я говорю, как баккара, например, если уж ее нанесли, то все, вы будете с ней каждую секунду, никуда не денешься. Нет, этот аромат шлейфит, но периодами при порыве ветра, либо вот при движении, но отчетливо я его слышала. А еще у него есть такой, он не пахнет очевидно чем-то вот одним, да, там, допустим, древесно, ванильно или кокосово. Нет, у него очень интересный, необычный шлейф, обращающий на себя внимание, и люди вот они не сразу могут даже понять, что это такое, откуда это, как это. Это приятно, но вот хочется это разгадывать. И поэтому этот аромат еще ко всему же собирает комплименты, да, что тоже может придать уверенность в себе. Вообще, знаешь, что ты надеваешь на себя аромат, который собирает комплименты, то уже чувствуешь себя уверенно. Да? Но сегодня не об этом. Сегодня все-таки вот о ароматах, которые на меня так воздействуют, независимо от того, нравятся они окружающим или нет. И последний аромат
Маск Нуар от Нарцисса Родригес. У меня с ним такая история была, я когда его тестила, я его нанесла на себя, поехала и попала в аварию. Авария была несерьезная, и я так боялась, что этот аромат заикарится у меня. И вы знаете, он очень странным образом у меня заикарился. Да, я все время, когда смотрю, беру этот аромат, я помню это, но в то же время я помню, как этот шлейф меня успокаивал. То есть, авария, понятное дело, это стресс. И была такая ситуация, я вообще не знаю, надо ли это рассказывать. Ну ладно, расскажу вам. Это было на перекрестке, я поворачивала, и прямо передо мной происходит авария. Вот прямо передо мной девушка врезается в ограждение, я, естественно, резко торможу, я в эту девушку не врезаюсь, а за мной едет человек, который в меня влетает. Не влетает, там было маленькое, слава богу, расстояние, он в меня тоже, в общем, врезается. Вот. И все это происходит просто за, я не знаю, за доли секунды. Все это вот так происходит. Это, конечно, огромный стресс, особенно когда вот только вот это все произошло. Ты еще первые секунды ты не очень понимаешь масштаб произошедшего. Это такой сильный стресс. Но я все время чувствовала от себя этот аромат, и он меня прям очень сильно успокаивал. Такой же образ, как вот во всех этих ароматах, да, как будто это какой-то очень близкий, родной мне человек, говорит, что все будет хорошо, что ты не переживай, что все, давай успокоимся, ничего не произошло, ничего не случилось, сейчас ты все решишь, совсем разберешься, ничего страшного. Вот такое от него было воздействие. Я его, конечно же, купила. И вот я говорю, хоть я все время вспоминаю, но у меня даже от этой аварии не осталось какого-то, я не знаю, такого стресса сильного. Я помню, да, что я тогда испытала страх и так далее, но он прошел, и вообще ничего от него не осталось. И когда я этот аромат сейчас беру, я прям его воспринимаю как аромат, который мне помог. Аромат, который меня прям, не знаю, чуть ли не спас, конечно, да, но он очень-очень меня как-то согревал, придавал мне вот это вот ощущение безопасности и как будто бы немножечко уводил вот из этого какого-то стресса очень сильного. Он мягкий, он спокойный, он, опять же, я вот свои ощущения рассказываю, для меня он очень-очень женственный, вот такой, знаете, как я бы сказала, представляется какая-то вот женщина-мать, да, которая такая заботливая, мягкая, нежная, терпеливая, принимающая. Вот какой-то такой образ рисуется этого аромата, зрелая, мудрая. Именно вот так вот я его чувствую. И здесь замша, вот я думаю, замша такая пряная, замша мягкая, дает это вот ощущение уюта, тепла, материнской энергии. Не люблю это понятие, оно очень-очень короткое и передает вот это ощущение, о котором я хочу сказать. И тут есть слива. По-моему, тут еще есть роза, я не помню. Но я хорошо очень чувствую сливу и мускус Нарцисса Родригеса, но здесь он прям на минималках. То есть он не такой, как в туалетной воде Фохё или вот остальных ароматах. Он прям, вообще аромат отличается от всей линейки вот этих кирпичиков Нарцисса Родригес. Мягкий, нежный. Он, кстати, сексуальный, да, я бы сказала, что он сексуальный. Так вот я тоже бы его характеризовала. Он какой-то очень-очень многогранный, окутывающий и, да, придающий уверенности. Опять же, лично мне, да. Я, опять же, повторюсь, что я делюсь с вами этими ароматами, их воздействием на меня. Вы можете их потестить, может быть, они на вас точно так же подействуют, может быть,
нет, может быть, вам надо что-то другое, но обязательно найдите такие ароматы. Это правда очень круто, когда аромат может тебе не просто приятно там помочь пахнуть, или вот я знаю, что любимые темы, те, которые смотрят, которые залетают в топы, это сексуальные ароматы, комплементарные ароматы, это все любят стойкие, шлейфовые, вот такое любят. Но мне кажется, вот эта тема, она тоже очень важна, универсальна для всех. В любой сфере, да, в любой произвести приятное впечатление на окружающих или быть сексуальной, везде нужна вот эта уверенность, внутреннее спокойствие. Оно там прям необходимо. Поэтому, друзья, обязательно найдите себе такие ароматы. Может, они у вас есть. Напишите, кстати, мне в комментариях. Ну вот и все. Да, я все рассказала вам про эти ароматы. Возможно, я какие-то забыла с моей коллекцией большой. Ну, сниму потом еще видео. Вот. У меня, кстати, видите, сегодня из салона покрасилась, и мне очень красиво уложили волосы. Но у нас дождь, влажно. Я вышла, и вот они уже, видите, как... Вот как-то вот уже вот сюда завились, кто-то туда уже немножечко пошел. Уже не та укладка, а просто когда я сидела, мы общались с моей мастером, и когда я открыла глаза, я просто не смотрела на нее, смотрела в телефон, в Netflix. Мы с ней рассказывали, кому какие сериалы понравились за последнее время. И я, в общем, когда от Netflix оторвала взгляд, она меня в это время сушила. Я поднимаю глаза, смотрю и думаю, боже мой, это просто шикарно, это просто великолепно. Я аж, по-моему, взвизгнула. В первый момент даже не узнала. Во-первых, я редко распущенные волосы ношу вот с таким вот пробором. И здесь вот такой пробор, и еще она мне так красиво вытянула все волосы. Они прям были вот такие вот все вытянутые, вот такие все красивые, очень ровненькие, гладкие. Очень было красиво, друзья. Просто представьте, что я вот такая сейчас. Они уже немножечко такая потрепанная. Ну все рассказала вам про все ароматы. Мне кажется, получилось немножечко запутанно. Возможно, я передавала больше эмоций, да, в этом видео сегодня. Именно эмоции, которые вызывает аромат. Не просто как он и чем пахнет, а то, как он воздействует лично на меня. Я опять же, да, даже не знаю, какие именно ноты. Мне кажется, тут больше сочетание нот, характер аромата воздействует. Но общее, что я заметила во всех ароматах, в них есть обязательно сладость. И мне кажется, вот это что-то сладкое, такое даже немножечко отсылающее к гурманике, что можно съесть, оно успокаивает. А вот то, что освежающее, да, такой аспект, это может косметический, либо вот лаванда, да, у меня есть тут ароматы с лавандой, оно больше вот то, что вдохновляет, то, что дает сил. Ну, это вот то, что я заметила в них общего. Все, друзья, пишите мне в комментариях свои ароматы, очень интересно, как вам вообще такая тема, как у вас дела. Все, я благодарю вас. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, поставить колокольчик. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.